Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе, сразу после анонса, согласно традиции, сложившейся на канале, в первой части видео я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины. И как всегда, двое их. Не больше и не меньше. «Блудный сын» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. И так как у нас появился новый персонаж, Лопух, вспомним, что он символизирует и вообще интересные факты о репейнике. Думаю, друзья, он заслуживает нашего внимания. Затем, во второй части видео, сквозь толщу столетий, мы вновь отправимся в путешествие по древнему миру. Сегодня нас ждут финикийские города, процветавшие на побережье Средиземного моря. Их обитатели называли свою родину Ханааном, страной пурпура, который ценился на вес золота. Торговали и знаменитым ливанским кедром, которым на Ближнем Востоке отделывали дворцы и храмы. А также он был источником душистой смолы. Ею окуривали помещения и для лучшей сохранности пропитывали бинты мумий. Они первыми научились делать из стекла украшения, посуду и даже зеркала. Изобрели алфавит, а их корабли были лучшими на Древнем Востоке. Однако за финикийцами тянулась дурная слава. Гомер дает им такие прозвища, как «коварные обманщики» и «злые казнодеи». Цицерон называет их наиковарнейшим народом. А вот что писал о финикийцах греческий автор Плутарх, какую новую сферу деятельности, не имеющую соперников, они нашли, как был основан Карфаген, о финикийской религии, храмах и жертвоприношениях, в которых самой ценной жертвой были люди, и о многом другом интересном касаемо этой темы, мы узнаем во второй части видео. Напомню, друзья, звук капли или переворачивающейся страницы означает смену картинки, сопровождающий текст. А сейчас вышивка. Начну я по обыкновению с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. А дело было так. Пятница 13. Взял свое начало новый отчетный период. Как видите, друзья, я продолжаю вышивать возвращение блудного сына. И вновь перед нами пресловутая стена дома. Суббота 14. Наконец-то мне удалось завершить участок стены за спиной нашего сына. Теперь будем передвигаться вправо. Выделим следующий участок на 2500 крестиков. Туда попадет, ну, конечно же, стена и часть ствола дуба. И да, друзья, помимо стены ствола дуба у нас начнет появляться лопух. Вот он, красавчик. Начал появляться уже первый лист. Готов. Вот такой настоящий лист лопуха. Первый листочек лопуха вышивался на фоне стены дома, а следующие листочки на фоне ствола дуба. Вот такая красота должна будет появиться у нас на конве. Участок, друзья, на мой взгляд, несложный. Вот сейчас хочу продемонстрировать вам несколько символов, как расположены крестики. Вот один из них, следующий, вот еще один. То есть такого разброса крупы каши, как стена дома, здесь не наблюдаются. Вот видите, какие участки приятные. Конечно, вышиваться они будут быстро. Вот. И интересно. А вот так будет расположены будут крестики завершающего символа на данном участке.
Приступаем к вышивке. 2 дня принесли 1600 крестиков. Листочки лопуха растут. Вот такой лопух у нас получается. Вот такой красавец. Растет он, как и положено, возле жилища человека. У этого растения несколько названий. Лопух, репей, репейник. Символика репейника связана с удивительным свойством растения приживаться на любой почве и произрастать в любых условиях. Он символизирует жизненную стойкость, выносливость, упорство и противостояние обстоятельствам. В народной устной традиции насчитываются меткие пословицы и поговорки, в которых за цветками лопуха закрепилось устойчивое значение настырности, докучливости, назойливости. Прицепился как репей и так далее. В жаргонном языке словом «лопух» называют разиню, неудачника, вислоухого, который прохлопал ушами, как лопухом. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, как слышно. Во Франции он не был известен до 1814 года. В эту чудесную страну его занес Наполеон с войском. Французы стали обзывать это растение приставалой. Уже из Франции репейник распространился на территории всей Европы и перекинулся даже на африканский континент. Лопух – символ Шотландии. По легенде, норманы, хотевшие хитростью покорить шотландцев, решили подкрасться на рассвете к войску босиком, и один из воинов накололся прямо на колючий цветок лопуха, закричав от неожиданной боли и разбудив этим шотландцев. После того, как норманы были изгнаны, цветок-спаситель поместили на древний шотландский герб. Он олицетворяет стойкость, крепость и непобедимость и обладает таким же колючим нравом, как многие шотландцы. А вот интересный факт. Однажды, это в 1948 году, Жорж де Мистраль, инженер из Швейцарии, гулял со своей собачкой. И вот прицепились к ее шерсти репейники. Вынимая семена, очищая себя и своего четвероногого друга от надоедливых непрошенных наездников, Мистраль обратил внимание на то, что крепче всего колючки держатся на ткани там, где она ворсистая. Изобретательный швейцарец решил изготовить на этом принципе необычную застежку, которая по прочности соединения могла бы конкурировать с молнией, применяемой в производстве одежды. Изобретение первоначально не встретило поддержки, однако в 1955 году Мистраль получил на него патент. Прошло еще 30 лет, и вот то, что мы называем в быту липучкой, пробило таки себе дорогу в жизнь. В истории живописи растения запечатлено на полотне Шишкина лопухи. А в литературе одним из самых известных произведений, где заросли лопуха выступают настоящим героем повествования, является сказка Андерсена «Счастливое семейство». В ней писатель сказал о репейнике следующее. Самый большой лист в нашем краю, конечно, лист лопуха. Наденешь его на животик, вот тебе и передник. Положишь в дождик на голову – зонтик. А вот астрологи говорят, что лопух связан с энергетикой Юпитера и Сатурна. Народные приметы. Перед дождем шишки репейника расправляют свои крючки. А чтобы избавиться от мышей, пользуются репьями лопуха. Их разбрасывают возле предполагаемых мышиных норок. Репей цепляется к шкурке грызуна, вызывает зуд, раздражение и отваживает от места обитания. Вот такой герой данного эпизода, друзья. Ну что, вернемся теперь к вышивке. Вышивался он очень легко и быстро. Сплошное удовольствие, друзья. Ну, а теперь мы немного размотаем канву вниз и снова приступим к вышивке сына. А перед перемоткой, друзья, нужно зафиксировать то, что у нас получилось выше. Это роскошный дуб. Вот такая его зеленая прохладная крона. Да, сейчас она
у нас уйдет в перемотку. И освободится следующий участок для вышивки. Так, выделила я пространство для 2500 крестиков. И все они будут посвящены сыну. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сейчас мы посмотрим, насколько сложно будет вышиваться этот выделенный участок. Ну, как я помню, вообще сын вышивается легко, но сейчас посмотрим. Вот так это должно будет выглядеть на канве. Ну, а теперь перейдем непосредственно к символам и крестикам. Так, встречают нас 3 единички. Двушечек, конечно, несколько больше. Несколько трешек буквально. Немножко. Четырешки. Ну, все как обычно. Так, 5, 6, 7, 9. Так, теперь мы с вами устремляемся к самому крупному по содержанию крестиков символу. Так, и он у нас будет состоять из 245 крестиков. Это бленд. Темный 310 и 939 темно-синий. Ну так, интересно, а что это будет? А это будет одеяние сына. Вот так. Ну, конечно, начнем мы с единичек. Все. И начнем тоже. Вот она, единичка на одеяние сына. Ну вот, друзья, еще и крестиков 200 мне удалось вышить сегодня. Так, за воскресенье мне удалось вышить 333 крестика аж. Ну так, сын растет. Завтра продолжим. Вот такая красота, друзья, получается. Вышивается очень легко, быстро. Что сам сын непосредственно, что его одежда, или вернее то, что от одежды осталось. Вот так натурально все выглядит. Рваные края одежды, дырочки, все говорит о том, что его странствие было тяжелым и долгим. Да, и разлинела я вниз участок на 2000 крестиков. И вот, друзья, самый крупный символ по количеству крестиков будет состоять из 397. И сейчас давайте посмотрим, как это выглядит на схеме. Вот такие стройные рядочки предстоит вышить. Да, как я и говорила, вышивается легко и приятно. Немного мне удалось вышить. День давно подошел к концу, и мне пора уже отложить вышивку. И вот такой результат на сегодняшний съемочный день, 26 сентября, у меня получился. Как видите, друзья, растет сынок. На канве он становится все явственнее и ощутимей, все очевиднее его раскаяние. Глядя ежедневно на его согбенную в покаянии спину, едва прикрытую рубищем, хочется уже сказать: Кинулся раз, кинулся два, хватит. поднимайся уже, дорогой, давай посидим, чайку попьем. Вон отец сейчас откормленного теленка на радостях организует. Ну сколько же ты будешь стоять на коленях? Ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать. Все будет хорошо, только не делай так больше, чтобы не приходилось потом вот так вот. Да, его вид вызывает у меня сострадание и жалость. Вижу, что он давным-давно сам себя уже наказал.
Ну, предлагаю, друзья, посмотреть еще разок на лопух, дуб, прочную стену дома. Надеюсь, что в скорости мы увидим уже полностью готовую картину. Загадывать, конечно, не буду, когда точно мы это увидим, а то вдруг, как на прошлой неделе у меня было. То лапы ломит, то хвост отваливается. Но я уверена, что финиш не заставит себя долго ждать. Вышито уже 91,8% картины. В крестиках это составляет 199 050. За 11 дней мне удалось вышить 7810 крестиков. Нам осталось вышить 17 750. По основному процессу все, друзья. Теперь перейдем к дополнительному. Вот и базарный день. Сегодня вторник, 24 сентября. Съемку видео я планирую провести 26 в четверг. Поэтому, если мне удастся вышить полностью выделенную область, это будет просто замечательно. Ну что ж, посмотрим, удастся ли мне это. Да, дом. Есть большая крыша уже вышита, а это малая. Вот к ней-то мы и приступим. Интересно, вот насколько она будет сложной в вышивке. Так, единички, двушки, трешки уже здесь, как я полагаю, вышиты были ранее. И поэтому нас встречают четырешки. Не вижу, насколько хорошо ли сфокусировано видео. Так. Ну, здесь я понимаю так, что будет вышиваться черепица. Она вышивается сложно, поэтому участок не особо легкий будет. Но меня всегда интересует самый крупный символ по наличию крестиков. И он у нас будет состоять из 244 стежков, крестиков в данном случае. Вот так. Вот такие они светлые будут. Это, скорее всего, небеса. Ну что ж, приступим. Вот, друзья, мне удалось вышить 1300 крестиков за сегодня. Это крыша и немного неба удалось даже захватить. Все. Задача на следующий день закончить вышивать небо на этой выделенной области. Ну вот, 25 сентября сегодня, среда, и я уже могу приступить к вышивке неба на этом участке. Небо вышивается светлыми ниточками, поэтому мне пришлось на схеме затемнить канву, чтобы хорошо отличать один крестик от другого. Вышивается небо вот такими сплоченными группками крестиков. Поэтому я надеюсь справиться. Ну, посмотрим. Вот оно, облачко, уже на канве. Следующий символ. Вышиваться это облачко будет вот таким вот блендом, состоящим из 775 цвета, вот такой небесно-голубой, и молочный 3866. Да, смотрится вот так вот нежно-нежно. Готово. Теперь займемся этим символом, состоящим из 172 крестиков. Все, символ этот уже на канве. И нам осталось заключительный
и состоит он из 244 крестиков. Итак, сегодня 25 сентября, среда, и мне удалось вышить то, что я планировала. Теперь вот такой замечательный результат перед нами. Крыша большая и аналогичная малая перед нами. Прямо мама с дочей и малышом в виде чердачного окошка. Так что крыша над головой у наших будущих персонажей есть, это уже хорошо. Будут и стены. И да, как-то легко и незаметно вышилась крышуля малая. А когда взметнули к небесам, работа вообще полетела. Я расслабилась, и вот в результате за 2 дня мне удалось вышить 2350 крестиков. В общем, вышито уже 10,23%. В крестиках это составляет 35 460. Немало. Но впереди нас ждет еще 310 990 крестиков. Да, жду не дождусь, когда первая будет уже 200 тысяч цифра. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 13 дней в общей сложности мне удалось вышить 10 160 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Вечное наследие наиковарнейшего народа. Изучение Древней Финикии началось сравнительно недавно, в 20-е годы 20-го столетия. Правда, открыта древняя страна была немного раньше, в 1860 году, когда вместе с французским экспедиционным корпусом в Ливане высадился известный историк Эрнест Ренан, будущий автор знаменитой «Жизни Иисуса». Он знал, что когда-то здесь находились города таинственного народа финикийцев, о котором часто упоминается в Библии и в трудах античных авторов, и вскоре нашел их. Руины стояли на побережье, заросшие густой травой, и никого особенно не интересовали. Один из этих городов, рядом с которым примостилось небольшое арабское селение Джубай, Ренан определил как легендарный Библ. Там ему даже удалось найти несколько древнеегипетских надписей на табличках и статую рогатой богини. Находки эти были не слишком впечатляющими, поэтому на много лет о Финикии забыли. Только в 1923 году известный египтолог Пьер Монте продолжил раскопки в Библии и открыл 4 нетронутые царские гробницы с золотыми и медными украшениями. Там же обнаружились тексты, записанные уже не египетскими иероглифами, а неизвестным буквенным письмом. Вскоре лингвистам, по аналогии с более поздним древнееврейским, удалось расшифровать его. Финикийские города-государства процветали в Леванте. Это узкий отрезок, всего около 200 километров, побережья Средиземного моря. Там сейчас располагаются Ливан, Сирия и Израиль. Их история охватывает с небольшими перерывами почти 40 столетий подряд, начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры. Всего археологи насчитывают 1,5 десятка поселений, и больших, и совсем незначительных, похожих на деревни. Их обитатели и называли себя ханаанеями, а свою родину – Ханааном, страной пурпура. Такое название, скорее всего, было связано с цветом местных тканей, окрашенных пурпуром морских ракушек и глянок. Однако главным предметом ханаанского экспорта стал знаменитый ливанский кедр, которым на Ближнем Востоке отделывали дворцы и храмы. Греки дали своим торговым партнерам и соперникам другое имя – финикийцы, что значит красноватые или смуглые. Хребты Ливанских гор не только защищали приморские города от захватчиков, но и отделяли их друг от друга. Поэтому за всю историю они так и не создали полноценного единого государства.
Каждый город, большой или маленький, был независимым, управлялся собственным царем и поклонялся своим богам. Политическая история Финикии известна мало. Хоть ее жители и создали первый алфавит, их свитки до нас не дошли. Во влажном климате Леванта папирус, на котором они писали, хранился недолго. До нас дошли только краткие тексты на каменных плитах и скупые сведения античных писателей. Имеется, правда, еще один важный источник – переписка финикийских государей с владыками Египта, сохранившаяся в стране фараонов благодаря более засушливому климату. Эти обрывки сведений в сочетании с данными раскопок и позволили восстановить судьбы древних рыбацких поселков, которые постепенно обрастали крепостными стенами и обзаводились признаками цивилизации. Первым эту эволюцию претерпел Библ, куда уже в начале 3-го тысячелетия до нашей эры фараоны снаряжали экспедиции за древесиной. Еще во времена Снофру, правившего в середине 3-го тысячелетия до нашей эры, к берегам Нила прибыли из Ливана 40 кораблей, наполненных кедрами. Кедр использовали не только для строительства, но и как источник душистой смолы. Ею окуривали помещения и для лучшей сохранности пропитывали бинты мумии. Благодаря торговле с Египтом жители Финикии получили доступ к достижениям этой древнейшей державы. Их правители накопили немалые богатства, которые, конечно, притягивали алчные взоры соседей. Около 2300 года до нашей эры страну захватили родственные семитские народы. Заселили они тогда и соседнюю Палестину, где стали заниматься привычным сельским хозяйством. А финикии, напротив, привыкли к городской жизни и слились с прежним населением. В результате связи с южным соседом только укрепились. Во 2-м тысячелетии до нашей эры в Библии и других городах начали производить множество ремесленных изделий, золотые и серебряные фигурки, керамику, а также стекло. Технология его изготовления была вывезена из Междуречья, но именно финикийцы довели ее до совершенства. Они первыми научились делать из стекла украшения, посуду и даже зеркала. Многие из этих маленьких шедевров подражали египетским образцам и производились с явным расчетом на экспорт. Неудивительно, что финикийские товары заполнили весь тогдашний мир. Их можно было встретить от Британии до Индии. Причиной подобной товарной активности послужило одно ценнейшее приобретение ханаанеев, непосредственно связанное с торговлей. Около 1250 года до нашей эры на Восточное Средиземноморье обрушились неведомые пришельцы, получившие название «Народы моря». На своих легких кораблях они вторгались на побережье, грабя и сжигая все на своем пути. Под их натиском пали богатый Угарит и могущественная хетская держава, а Египет едва смог устоять, напрягая все свои силы. Примерно тогда же мир узнал и о финикийских мореходах, и у историков не раз возникал соблазн связать их с народами моря. Однако этнического родства между ними не было. Народы моря, или большая их часть, принадлежали к индоевропейской семье, а финикийцы были семитами. Среди перечисленных в древних надписях пиратских племен финикийцев нет. Зато упоминаются сардинцы, этруски, греки, ахейцы, донайцы, филистимляне и другие. Очевидно, все они жили в Греции и Малой Азии, пока перенаселение или вторжение врагов не вынудило их сдвинуться с места. Часть из них, например, ахейцы, ограничивалась грабительскими набегами, другие переселялись целиком, захватывая новые районы. При этом филистимляне разместились в Палестине и Сирии, в непосредственной близости от финикийцев. Вероятно, именно они научили жителей Ханаана строить корабли нового типа. Превосходным материалом для них стал ливанский кедр, а связи с другими странами дали финикийским корабелам возможность заимствовать технические новинки. Их корабли были не плоскодонными, а килевыми, что очень увеличивало их скорость.
Мачта по египетскому образцу несла прямой парус на 2 реях. Вдоль бортов в один ряд располагались гребцы, а на корме были укреплены 2 мощных весла, которые использовались для поворота судна. В вместительный трюм загружали амфоры или кожаные бурдюки, содержащие зерно, вино, масло. Более ценные товары размещали на палубе, которая ограждалась деревянными решетками. На носу корабля закрепляли громадный сосуд для питьевой воды. Длина такого судна достигала 30 метров. Экипаж состоял из 20-30 человек. В результате ливанские мореходы стали истинными владыками Средиземных вод и изменили расклад сил в самой Финикии. Кедровый Библ уступил теперь первенство Сидону, разбогатевшему на торговле стеклом. Оно и дороже древесины, и перевезти его за один рейс можно в большем количестве. А позже вперед вырвался Тир, который специализировался на производстве пурпурных тканей. Тирский пурпур ценился на вес золота, что объяснялось большой трудоемкостью его производства. Для изготовления 1 фунта ярко-красной, не блекнущей с годами краски требовались десятки тысяч раковин. Однако за процветанием наступил в XIV веке до нашей эры иной период. С востока на Финикию обрушились кочевые племена амореев, а с юга – древние евреи, которые огнем и мечом прошли по Палестине, изгнав оттуда ханаанеев. Египет, ослабленный внутренней смутой, которую вызвал религиозный переворот Эхнатона, не смог помочь своим союзникам. Напрасно правитель Библа взывал к фараоновым вельможам: «Пришлите скорее войска, чтобы спасти меня». Брошенный на произвол судьбы, он был убит, а остальные финикийские цари поспешили признать власть пришельцев. Вскоре, правда, страна на некоторое время вернулась в орбиту египетской политики, но теперь ей постоянно угрожали новые и новые завоеватели – хетты, народы моря, ассирийцы. Это не могло не повлиять на ухудшение нравов горожан. В начале XI века до нашей эры чиновник из Фив описал свои злоключения в финикийских землях. Царь Библа не только отказался дать ему кедровое дерево, но и попытался продать гостя в рабство. Перенаселение, постоянная угроза вторжений заставляли финикийцев сниматься с родных мест и искать лучшие доли за морем. Весьма кстати тут пришлось появление еще одного нового типа судов, способных совершать дальние плавания. К IX веку до нашей эры в Испании, Италии и Северной Африке насчитывалось около 300 постоянных финикийских колоний. Самой известной из них стал Карфаген. Его основала некая царевна Элиса, фигурирующая в Энеиде Вергилия как Дидона, возлюбленная Энея. Она бежала из Тира в 825 году до нашей эры, после очередного дворцового переворота, и, приплыв со своими людьми в Тунис, попросила у местного ливийского вождя дать ей столько земли, сколько займет бычья шкура. Тот с готовностью согласился, и тогда хитроумные ханаанеи разрезали шкуру на тонкие полоски, огородив ими весьма солидный участок. После смерти легендарной Дидоны Карфаген стал олигархической республикой, могущество которой смогли подорвать лишь римляне в III веке до нашей эры. Было это скорее исключением. Прочие финикийские колонии, как правило, оставались в подчинении своих левантийских метрополий. Понятно, что из-за пиратства для успешных плаваний требовались не только мирные, но и военные корабли. Эти корабли были легче торговых, но длиннее и выше. Гребцы располагались на 2 палубах для большей скорости. Над ними возвышалась узкая площадка, защищенная щитами, с которой воины во время битвы обстреливали врага из луков и забрасывали дротиками. Но главным оружием был грозный таран, обитый медью и поднятый над водой. Корма корабля вздымалась вверх, как хвост скорпиона. Большие поворотные весла размещались не только на корме, но и на носу, что позволяло почти мгновенно совершить поворот. К
Кроме того, финикийцы при строительстве кораблей соединяли доски с помощью шипов, которые вставляли в высверленные отверстия. Их суда были прочнее по сравнению с более древними. До этого доски просто скрепляли между собой веревками. Финикийцы использовали деревянный якорь, заполненный свинцом. По всей видимости, это тоже их изобретение. Корабль мог перевозить до сотни человек, воинов, команду и гребцов, которыми часто были рабы. Финикийские корабли были лучшими на Древнем Востоке. Из них состоял флот Ассирии, Вавилона, Персидской империи. Уступая по размеру боевым суднам других народов, финикийские превосходили их по маневренности и потому долго не знали поражений в морских баталиях. И это позволяло их командам вполне безнаказанно грабить и похищать людей во всех пределах. Так, согласно Геродоту, они захватили дочь аргосского царя, возлюбленную Зевса. Когда она с другими девушками разглядывала диковинные ткани, разложенные на палубе, финикийские купцы втолкнули ее в трюм и быстро отчалили. Таких случаев было немало. Еще в самую раннюю эпоху классической Греции у Гомера встречаются нелестные прозвища применительно к ханаанеям: коварные обманщики, злые казнодеи. Да и в первом веке уже нашей эры Цицерон все еще называет их наиковарнейшим народом. А так писал о финикийцах греческий автор Плутарх. Они являются людьми, полными горечи и угрюмости, покорными правителям, тираническими к тем, кем они управляют, жалкими в страхе, свирепыми, когда их затрагивают, непоколебимыми в решениях и столь ограниченными, что они с антипатией относятся ко всякому юмору и доброте. Похожую характеристику дает финикиянам и грек из Александрии, живший во II веке. В пору процветания карфагеняне грубы и высокомерны ко всем людям, но они очень жалки в беде. Дурная слава оказалась устойчивой, но большинство финикийцев, видимо, все же торговали честно. Иначе что заставило бы народы Средиземноморья по своей воле вести с ними дела, даже после крушения безраздельного морского могущества Тира и Сидона в течение многих веков? Известны и другие высказывания древних авторов. Помпоний Мела, испанец, писал: финикияне были мудрым народом, который процветал и в войне, и в мире. Они преуспевали в письменности, литературе и других искусствах, а также в морском деле, военном деле и в управлении империей. Вначале продавцы и покупатели обменивали товары на глаз по взаимному согласию. Потом в употребление вошли ценовые эквиваленты, слитки серебра, золота или меди. А после появления в Лидии в VII веке до нашей эры первых монет, финикийские города, видимо, очень скоро переняли обычаи их чеканки, хотя самые древние, дошедшие до нас сидонские деньги, относятся только к IV веку до нашей эры. Они получили название шекелей, заимствованное позже евреями. Постепенно характер финикийской торговли изменился. Финикийцы стали продавать не только отечественные товары. Так они перепродавали медь с Кипра, серебро из Испании, олово с далеких британских островов. Даже из Индии купцы, вероятно, через посредников привозили слоновую кость. В поисках новых рынков сбыта и пополнения запасов они смело устремлялись в неизвестность. В VI веке до нашей эры карфагенянин Ганнум с флотилией из 60 кораблей проплыл вдоль западного берега Африки до самой Гвинеи, замечая по пути бегемотов, диких волосатых людей, горилл, огненную колесницу богов, очевидно, вулкан на нынешнем острове Фернандо-По и прочие невиданные чудеса. Его земляк Гимиком, в свою очередь, совершил вояж к северу от Европы до самого застывшего моря. Он оставил известие о странном водоеме, где царит вечный мрак, и водоросли препятствуют движению кораблей. Может быть, речь идет о Саргассовом море? Если это правда, то финикийцы могли побывать и в Америке. Вопрос о конкретных маршрутах ханаанеев остается туманным. Во многом эта неясность объясняется тем, что
Свои навигационные карты они считали секретнейшими документами государственного значения. В VII веке до нашей эры ливантийские и приморские города вместе с Израилем и Иудеей стали жертвами новых завоевателей ассирийцев. Еще в 877 году до нашей эры их царь Ашур-Насирпал II с большим войском явился в Финикию и вынудил ее жителей выплатить ему дань золотом, слоновой костью и кедром. С каждым годом этот налоговый гнет все усиливался, что побуждало ханаанеев к частым восстаниям. После одного из них в 680 году до нашей эры новый повелитель захватчиков Асархаддон разрушил древний Сидон и угнал всех его жителей в плен. Однако уже через несколько лет порт возродился. Ассирийские цари остро нуждались в финикийских кораблях для морских экспедиций и доставки товаров, например, меди и железа, из которых они ковали оружие. Однако Ханаан был обложен тяжелой податью и обязывался регулярно отсылать Ниневию самых умелых мастеров из зодчих. Впрочем, это продлилось недолго. К 610 году до нашей эры Ассирия была уничтожена, а Финикии пришлось противостоять новому захватчику, вавилонянину Навуходоносору II. Он дважды осаждал Тир, но так и не смог взять город. Грозному воителю пришлось смириться с независимостью Тира и даже предоставить его купцам немалые привилегии. Но время было упущено. Утерянные за время ассирийского плена и прочих напастей позиции в морской торговле прочно заняли греки и карфагеняне. Пришлось искать новую сферу деятельности, в которой финикийцы пока еще не имели соперника. Ею стало посредничество, обмен валют и кредит. Тир и Сидон сделались важнейшими финансовыми центрами древнего мира, во многом благодаря покровительству персидских царей, которые захватили тогда владения Вавилона. В 525 году до нашей эры Камбис при помощи финикийского флота захватил Египет и в благодарность объявил ханаанеев царскими друзьями, передав им в залог этой дружбы несколько городов Палестины. Персидская администрация надежно охраняла купцов из Леванта в любом уголке царских владений. Те платили верной службой, помогали Дарию и Ксерксу в их знаменитых походах на Грецию, предоставляли суда. При этом убивали двух зайцев, задабривали покровителей и ослабляли главных конкурентов на морях. Войдя в состав Персидского царства, Финикия к тому же смогла лучше изучить традиции банковского дела, возникшего в Вавилоне еще во втором тысячелетии до нашей эры. Ассиро-вавилонские банкиры вначале были обычными ростовщиками, которые выдавали суды на определенный срок под проценты. Потом они перешли к более сложным операциям, давали купцам кредиты на отдельные коммерческие операции и проводили безналичные расчеты между разными городами. Для этого использовались кожаные чеки с печатями того или иного финансового учреждения. Ту же практику переняли и финикийцы. Чеки, правда, до нас не дошли, но их описания встречаются в античных сочинениях. И если вавилонские и ассирийские дельцы обслуживали в основном своих соплеменников, то финикийцы впервые вывели бизнес на международную арену. Их услугами пользовались практически все негацианты Восточного Средиземноморья, также цари и народные собрания греческих полисов. На рубеже VI и V веков до нашей эры Тир и Сидон играли ту же роль Всемирного банка, что и в наши дни Швейцария. Для упрощения учета товаров финикийцы, наверное, и изобрели алфавит. Конечно, изобретение это состоялось задолго до персидского периода, примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Постепенно алфавит вытеснил другие текстовые системы, так как был намного удобнее, хотя среди 22 его знаков не нашлось места гласным. Позже их догадались обозначать особыми символами или заменять похожими по звучанию согласными. Значение этого алфавита переоценить невозможно. Замена сотен иероглифов 2 десятками букв намного облегчила усвоение грамоты.
Параллельно финикийцы распространили по Средиземноморью удобный материал для письма папирус. Финикийский алфавит положил начало грамоте подавляющего большинства народов мира. С одной стороны, от него произошли еврейская, арамейская, арабская письменности, так и не обзаведшиеся гласными, и направленные по древнему обычаю справа налево. С другой, его уже в IX веке до нашей эры усвоили греки, которые изменили направление чтения и добавили гласные, как этого настоятельно требовал их язык. От греческого алфавита произошли, в свою очередь, латинский, славянский, грузинский и армянский. Все они обязаны своим существованием какому-то неведомому жрецу или торговцу из Библа или Сидона. Кто знает, возможно, не будь его, школьники до сих пор заучивали бы вместо букв сотни сложных иероглифов или отпечатывали на глине птичьи следы клинописи. Потребности торговли вынуждали финикийцев овладевать научными знаниями. Мореплавателям требовалось умение находить путь по звездам, что предполагало знание астрономии. Торговцу нужно было иметь представление о способах производства товаров, которые он покупал, о разных ремеслах, ориентироваться на местности, знать обычаи и языки других народов. По этой причине купцы стремились дать своим детям разностороннее образование, обучая их математике, чтению и письму. Географ Страбон писал, что финикийцы занимались научными исследованиями в области астрономии и арифметики, начав со счетного искусства и ночных плаваний. Ведь каждая из этих отраслей знания необходима купцу и кораблевладельцу. Вероятно, в финикийских городах имелось много школ, хотя до нас не дошли ни сведения о них, ни сочинения их писателей и ученых. Мы знаем имя мудреца Санхуньетона из Бейрута, который еще до Троянской войны написал историю Финикии. Ученым приходится довольствоваться фрагментами труда, дошедшими до нас в пересказе греческого автора Филона Бибского. Известны были также историк и Сократ и философ Мук, который будто бы задолго до Демокрита догадался о существовании атомов. В эллинистическую эпоху прославились уроженцы Ханаана, мыслитель Зеном, автор известных парадоксов, и поэт Антипатр Сидонский, писавший по-гречески. Наконец, в сочинении Иосифа Флавия о древности иудейского народа сохранились отрывки тирских летописей. Вся остальная богатая литература Финикии погибла. Труды историков и писателей Карфагена, от которых не осталось даже имен, были сожжены римлянами после взятия города в 146 году до нашей эры. Очень мало известно и о финикийской религии. Отчасти в этом виновны сами жители Ханаана, которые из страха перед богами не желали произносить священных имен. Их заменяли почтительными прозваниями «Эл», собственно, Бог, «Господин», «Госпожа». По немногочисленным мифам и находкам археологов можно заключить, что в каждом финикийском городе имелся свой собственный пантеон, в который входили обычно главный бог, его жена, богиня плодородия, и их сын. Правда, встречались и другие триады, например, в Тире в VII веке до нашей эры царь или повелитель небес, морской владыка и воитель. Небесный царь, обычно носивший имя Эл, не особенно интересовался земными делами, и жертвы ему почти не приносили. Зато море, кормилец и защитник торгового народа, нуждалось в постоянном внимании и почтении. Бога плодородия, знаменитого Мелькарта, стали считать главным покровителем Тира, хотя иногда эта роль переходила к богу алтаря благовоний. Оба бога соперничали за любовь прекрасной Астарты, единственной богини, которой поклонялись все финикийцы. Она воплощала жизнь и любовь, хотя часто ее поступки были непредсказуемы и коварны. Финикийские храмы представляли собой огороженную площадку со зданием внутри, домом бога. Так назывались и священные камни, в которые воплощались высшие силы. Такие камни помещались в доме бога вместе со статуями и священными книгами. Отрывки из них зачитывали по большим праздникам. Часто при храмах имелись деревья-источники, тоже почитавшиеся неприкосновенными.
а порой ханаанеи обходились вообще без храмов, принося жертвы в рощах или на вершинах гор. Закалывали во славу богов крупный и мелкий скот, резали птиц, дарили им зерно, вино, молочные продукты. Затем все это сжигалось на каменном алтаре под пение гимнов и воскурение благовоний. Но самой ценной жертвой были люди. Под башнями и воротами вновь возводимых городов закапывали младенцев. После военных побед закалывали пленных, а когда приходила беда, не щадили даже собственных детей. В отрывке из Санхунятуна говорится, во время великих бедствий финикийцы приносили в жертву кого-нибудь из самых дорогих людей. Диодор Сицилийский со своей стороны оставил сообщение о медной статуе божества, из рук которого обреченное дитя падало в огонь. Эту статую прозвали Молохом, то есть просто царем, что и породило легенду о жестоком боге с таким именем. На самом деле никакого Молоха не было, а жертва посвящалась высшим покровителям города. В период персидского владычества финикийские города впервые объединились в союз. Это случилось в IV веке до нашей эры, когда жители Тира, Сидона и Арвада выбрали своим центром старое поселение, назвав его Триполи. Там собирался общефиникийский совет, своего рода парламент из 300 человек. К тому времени городами формально по-прежнему правили цари, но на деле власть перешла к богатейшим торговцам и банкирам. Иногда они свергали формального государя и передавали его полномочия судьям, избираемым на год. В громадной персидской державе финикийцы чуть ли не впервые за свою историю изведали выгоды мира и законности, смогли пользоваться хорошо налаженной системой дорог и почтовых сообщений. И в итоге случилось неизбежное. Они забыли о прежних лишениях, зазнались и начали выходить из повиновения монархам. Например, когда он повелел Тиру и Сидону готовить флот для похода на Карфаген, те решительно отказались выступать против сородичей. В финикийских головах зародилась мысль о независимости. В 350 году до нашей эры они подняли восстание, но силы оказались неравными. 7 лет спустя царь Артаксеркс III дотла разорил Сидон, истребив 40 тысяч его жителей. А затем пришел последний завоеватель Александр Македонский, который в 332 году до нашей эры подверг не меньшим разрушениям Тир. Островной город сопротивлялся непобедимому полководцу целых 7 месяцев. Тогда царь велел насыпать к нему дамбу от материка, таким образом превратив его в полуостров. В конце концов, стены рухнули под ударами греческих таранов и ядрами катапульт. Почти 10 тысяч тирцев погибли в бою или были распяты победителем на крестах, а остальные жители были обращены в рабство. И хотя после этой жестокой расправы город все-таки возродился, он уже не вернул себе прежнего величия. После смерти Александра Финикия стала яблоком раздора для его преемников, египетских Птолемеев и сирийских селевкидов. К IV веку до нашей эры значительная часть ливанских кедров была вырублена. Это привело к упадку кораблестроения. В результате финикийцы были вытеснены с торговых путей греками, чьи корабли на тот момент были уже более совершенными. Даже в гаванях Ливана греческий язык вытеснил хананейский. Последние остатки самостоятельности Тир и Сидон утратили при римлянах. На месте варварских строений были возведены храмы, дворцы и ипподромы греко-римского образца. В 218 году свершился кратковременный реванш. Императором стал юный сириец Гелиогабал, Марк Аврелий, объявивший Баала верховным божеством в Риме. Но уже через 4 года его убили, и вскоре Баала с облегчением забыли не только в Риме, но и в самом Ливанте, принявшем учение Христа. С приходом ислама финикийская культура окончательно прекратила существование, но ее великие достижения отнюдь не утрачены человечеством.
Недавние исследования ливанских ученых показали, что современные ливанцы, христиане и мусульмане, много лет воевавшие между собой, имеют общих предков, финикийцев. Может быть, понимание этого поможет народу обрести мир. И древние финикийцы снова сделают то, чем они занимались всю свою долгую историю. Как в древности они связывали дальние берега, страны и народы, так и сейчас помирят своих беспокойных потомков. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.